В прошлом выпуске. В этом выпуске. Транссибирские братаки. Экстренное включение. Палатка не справится с проливным дождем. Ну, в палатке начинает очень много быть муравьев. Кто? Ой. Потом еще с этим в палатке спать. Я бы не поехал. И я уже просто не могу. Мы попрощались с Лешей, у которого ночевали 2 дня в Москве, и снова кинулись в дорогу. Сейчас поели, тоже хорошенько. Леша покормил. Воду налили из-под крана, но... Ну потому что отдавать за полторашку воды больше 20 рублей, я считаю, это глупость. Вода не стоит таких денег. Да, поэтому мы просто из-под крана ее налили и все. Да, и живем хорошо. Чтобы доехать до Твери, мы сели на автобус до Зеленограда, который тоже является частью Москвы, имея те же городские цены на проезд, и выход к трассе, откуда удобно ловить машины. Мы приехали в Зеленогорск или Зеленоград или Зеленобург, я точно что-то такое очень. Автобус, в общем, едет по Ленинградскому как шоссе, наверное, не знаю, как он называется, и съезжает по эстакаде и херачит в этот Зеленогорск, до которого он ехал еще, я не знаю, километров 5, мне кажется. Ну, мы просто едем, понимаем, сколько нам сейчас идти пешком. Просто по обочине, вот так вот. Это еще фигня, сейчас еще здесь нормально идти. Мы до этого шли прям в заросли, в которых и срут, и змеи, или там что, я не знаю, клещи, блохи, проститутки. Вот, и сейчас мы идем 3 километра до развилки, потому что мы дебилы и не предупредили водилу, чтобы он нас на въезде в город выкинул. Надо было сделать так, но уже было поздно. Мы идем и поедем в Тверь. Мы погуляем совсем чуть-чуть, вернемся с рюкзаками и придется херачить Великий Новгород, даже, может быть, чуть ли не в ночь. Потому что Миша предложил вообще, типа, остаться на ночь. Но получается так, что мы в каждом городе так долго оставаться, это жестко, по целому дню. Поэтому оставаться в каком-нибудь таких небольших городах, в которых особо мы ничего не знаем, типа Твери. Такое себе. Water Battle Challenge. Да. А вы, кстати, я рэпер подустаю. Хей, хей, Хей! вот. А еще я уверен. Вот все, наверное, думают, что я дурачок, но на самом деле я крутой чувак, и я умею вот Battle Challenge. Вот и Battle Challenge. Вы этого не видели. Вот так вот. В общем, нам осталось 4 километра до Твери. Я немножечко засыпаю. Эх. Немножко, ты вообще мне храпел. Я храпел? Да. Реально? Этот день, он как твой, если always с тобой. Ой, ой, налетай. О, смотри, солнечный защитный внутри. Все впиталось. Круто, да. Не осталось и следа. Ты кто? Ой. Это очень плохо, на самом деле. Че ты ржешь? Тебе потом еще с этим в палатке спать. Знаешь, как это херово? Посмотрим, сколько нам идти километров. Мне кажется, километров 10 придется идти. 4 до города и еще километров 5 по городу. Потом скинем вещи, чуть-чуть погуляем и поедем в Великий Новгород. Поснимаем чуть-чуть в Твери. Только не знаю, что пока что. Мою... Я еще не придумал. Мою... Лох он, короче. Мою...
ты только делаешь глоток. И в это же мгновенье. Вкус московский крючок. На закуску будет крутой жековский кипяток в разлив из-под советского крана. Замечательно, забавно. Встали такие что-то, на остановке посидели, поели, а потом решили посмотреть карту, типа сколько там все-таки, ну, куда нам вообще идти. А потом поняли, что только до города 11 километров, а до места 2 километра еще. То есть мы сейчас 13 километров херачим вот так вот. Вот так вот. И ну, такое себе, типа. Но рассудок взял верх, и так как нам еще надо было бродить по Твери и успеть оставить вещи у Вечного, мы взяли автобус до города, уменьшив свой дневной бюджет, а также познакомились с тверским алфавитом. Здорово, чуваки. Мы находимся в Твери, напротив фиг знает какого моста, и я только что чуть не выронил телефон. Мы еле поставили камеру, вы бы видели эту конструкцию. Настроение здесь как будто ты либо в фильме 90-х, либо в начале нулевых. Город показался нам очень разбитым и неблагоустроенным, ну кроме набережной. А еще Тверь, это когда сидишь такой спокойно в сквере, а тут... Живописно. Мост красивый, второй тоже. Набережная прикольная. Тут Кремль, вид на Кремль, я так понимаю. Это не Кремль, Кремль там, он где второй мост. В общем, не Кремль. Вид на не Кремль. Мы подготовились на самом деле к видео. Вот. Там, кстати, улица Трехсвятская, она, которая в песнях Круга тоже мелькала. А в наш участковый ментовская рожа домой к себе вдруг заглянул. Он как портретист на Трехсвятской двоим нас с тобой рисовал. Мы просто чуть уставшие еще по многим причинам. Ты уставший? Нет, у меня хорошее настроение, потому что я делаю вот... А я уставший. Но, конечно, наше мнение о городе могло быть ошибочным. И раз мы уже тут, стоило воспользоваться возможностью и попытаться как можно больше им проникнуться. А навстречу нам пришли проблемы с поиском туалета. И ноющие от нагрузки рюкзаков и трехдневных бродилок ноги, которые от непривычки стали офигевать. Иду я, значит, такой по аллейке, иду. И тут такой... Егор, вставай, пошли. На самом деле он банул, я настоящий Егор. Вот там твой памятник. Шок. В Твери обнаружен памятник Миши Матусевича, последнему императору шуиста. Примерно неделю назад мне 2 чувака написали, точнее написал один из этих 2 чуваков. Можно ли типа у тебя в квартире вещи положить и пойти по Твери погулять? И в итоге я узнал, что они автостопом едут из Пензы во Владивосток. И вот сегодня они приехали, там их большие сумки в комнате лежат. Они где-то в Твери бродят. Сказали, что им Тверь не очень, типа, маленькая, нечего снимать. Ну, так оно по саб же и есть. Ну, прикольно, на самом деле. Вот просто у них сколько там, по-моему, 10 тысяч с собой всего. Ну, это не то, чтобы я достал сумки, посчитал, я их видос просто какой-то смотрел. Они вроде говорили, что там 10 тысяч с собой взяли. И через всю страну какой-то автостопом. По-моему, это что у меня друзья ленивые опоссумы, а то я бы тоже такой замутил. Это, ну, офигенный экспириенс. Мы пойдем. Чувачки пришли. Сейчас они вам что-нибудь расскажут, я уверен. Мы в режиме лайф. Ну, я ем просто обычно, когда... Ну да, я знаю эту херню. Вот. Это, кстати, очень удобно. Ну да, 2 в одном. Здорово, чуваки. Прикольно, так, несколько дней назад я в Пензе смотрел с компа, такой семечек грызу, а теперь на другой стороне. Че, рассказывай, что делали? Короче. И мы начали развлекать гостей стрима своими, как нам казалось, насыщенными историями с первых дней поездки. Знали бы мы, что нас ждет дальше. Спасибо за донат, Emotional Day, спасибо. Видишь, ты сидел, мне нихуя не донатил. Ты пришел, начал рассказывать, меня задонатили, поэтому продолжай. Блин, да. Мне надо было подальше жить, чтобы у вас истории поднакопилось. Вы на обратке, может, поедете, опять заедете. Будете рассказывать. Ну,
10-часовой стрим про то, как не стоит кататься. Мы, к сожалению, блин, в Тверь не поедем больше. По крайней мере... Ну, правильно. Я бы тоже не поехал. Экстренное включение. Нам пришлось быстро уезжать с Твери, потому что мы думали... I'm far away from nowhere.